Как мы можем легко и быстро понять, насколько гармонично проходит развитие нервной системы у ребенка? И какие внешние признаки могут быть свидетелями несформированности? Всем добрый день, я Елизавета, нейропедагог. В своем блоге я рассказываю о психологии, нейронауке, о развитии детей и делюсь своими знаниями и практическими советами. Сегодня я бы хотела поговорить о таком вопросе, как зрелость нервной системы. Как мы можем легко и быстро понять, насколько гармонично проходит развитие нервной системы у ребенка? Попросите вашего ребенка сложить руку в кулак и посмотрите, в каком положении находится большой палец. Если большой палец, как у меня, находится сверху, покрывая остальные 4 пальца, то мы можем говорить о нормотипичном развитии и понимать, что нервная система развивается планомерно. При естественном гармоничном развитии большой палец выходит наружу уже на 7-10 день после рождения. Если же большой палец вашего ребенка находится внутри, сжатым всеми остальными пальцами, то это прямой признак того, что нервная система такого ребенка не сформирована и нуждается в формировании. Когда мы видим подобную картину у ребенка уже в 5-6 лет, конечно же, мы понимаем, что мы отстаем уже очень сильно. И нужно обратиться к неврологу в первую очередь и, конечно же, к специалистам, которые знают, как провести образовательный курс для нервной системы с целью достижения ее зрелости. Важно обратить также внимание на мышечный тонус такого ребенка. Он, как правило, высокий, и в то же время структура самих мышц, она не сформированная. Тонус – это напряжение, которое не равно силе самой мышцы, потому что чувство собственного тела отсутствует. Для разделения каждого пальца по отдельности нужно очень много контроля. Зрительный контроль – очень важный аспект. Обратите внимание на то, смотрит ли ваш ребенок на свои части тела, когда вы к ним прикасаетесь. Например, вы берете его за руку, спрашиваете, какой части тела сейчас коснулись, а ребенок не смотрит глазами на эту часть, но он может ее назвать. Но в зрительный контроль эта часть тела не вошла, а значит и зона чувствительности будет такая же нелокализованная. И это значит, что данная часть тела не в зоне контроля. Целенаправленный контроль всего тела – это очень важный момент. И его можно обрести только при формирующих занятиях, которые помогают ребенку почувствовать свои части тела, ввести их в образ, представление о собственном теле, присвоить себе чувства каждой части и ввести их в контроль, каждую из них. Как правило, деткам назначают массаж в первые месяцы после рождения. И кому-то из детей этот массаж подходит, и его достаточно. Но есть дети, которые получили по системе Апгар ниже 8, и таким детям нужен индивидуальный подбор техник для выстраивания работы нервной системы. И, конечно же, при внимательном осмотре такого ребенка можно наблюдать замедленное дыхание. Это говорит нам о небольшом объеме легких. Когда у ребенка такой небольшой объем легких, это постоянно вызывает защитные реакции у организма, то есть защита для выживания на рефлекторном уровне. Это значит, что развитие у такого ребенка будет замедленным и негармоничным. Родители очень часто спрашивают о возможных причинах нарушения работы нервной системы. Причин здесь может быть очень много разных, и у каждого они очень индивидуальны. Общими могут быть названы следующие моменты. Первое – это стресс рождения, при котором у некоторых детей отмечается отравление нервной системы гормоном стресса. Существуют некоторые техники специальные, которые уже используются в некоторых частных родильных домах, которые позволяют выводить эти гормоны стресса из организма ребенка уже сразу после рождения. Следующий аспект – это адаптация к воздушной среде. То есть ребенок учится дышать в новой среде, он переходит из водного пространства в воздушное. Следующее – это активное включение в поле ребенка гравитационной системы. Это взаимодействие и адаптация происходит в течение первых 2 месяцев. И этому тоже нужно уделить очень большое внимание. Учитывать необходимо очень много моментов, которые являются важной системой развития для ребенка.
В моей практике я наблюдаю множество различных вариантов у детей и у взрослых людей также. Я смотрю всегда на работу рефлексов и сразу проверяю, как это работает у родителей. И вы знаете, как правило, всегда видна связь. Нам нужно понимать, что сформировать необходимое развитие ребенка или каждого члена семьи так, чтобы у каждого был свой вариант взаимодействия с собственным телом. И нужно исключить зеркальность патологических процессов. В таких случаях я ребенка обучаю параллельно с родителями, чтобы родители могли почувствовать себя, как работает тот или другой паттерн. И в этом случае родитель понимает, и главное чувствует, как работает его тело. И уже появляется понимание того, с чем сталкивается ребенок. И, конечно же, я хотела поговорить о том, что на сегодняшний день, к сожалению, большинство детей принимают препараты от гиперактивности. Мозг такого ребенка забывает, как он должен работать. Идет нарушение в функциональных системах, наступает глубокая травма, которая движется к кризису, и таким детям очень тяжело найти внутреннюю опору. Нейропедагогика предполагает обучение и адаптацию, обучает нервную систему создавать и активизировать нейромедиаторы самостоятельно. И, конечно, этот системный семейный подход, он важен для того, чтобы объяснять, рассказывать, показывать и обучать всех тех, кто взаимодействует с ребенком в его среде.